Последние пару месяцев, как только я ставлю какую-то значимую для себя задачу или цель, я не довожу ничего до конца, и я вхожу в вот этот бесконечный цикл самосаботажа. Я знаю, что я могу это сделать, я знаю, что во мне есть все силы, все компетенции, все знания, все умения, просто все, что только необходимо, если я выберу вложиться в эту задачу, я знаю, что я ее смогу сделать, но я выбираю не сделать ничего и не выложиться даже на 50%. Почему так? Оказалось, что я не вижу в себе, как в человеке, ценности, помимо, вот без вот этой вот внешней шелухи оболочки. Если я не достигла вот этого вот внешнего, казалось бы, успеха, то я из себя ничего не представляю. И я являюсь недостойной, недостаточной существования жизни хорошей, которой я мечтала в детстве. И когда я, переборов себя, начала перечислять какие-то вещи, которые делают меня мной, и мои качества личностные, по которым я себя могу оценить как уже хорошего человека, да, не включая всякие там целеустремленность, мои там какие-то, ну вот я умная, вот я тут такая, там, вот, в таком-то году такой конкурс выиграла, достигла такого-то уровня дохода, да, без вот этого всего, да, я перечислила свои качества, что я хороший человек на самом-то деле. Я никогда своим умыслом не иду в этот мир. Я хорошо чувствую людей, и я хороший собеседник, хороший друг, хорошая дочь. Когда я просто в голове себе вот эти элементарные, казалось бы, качества перечислила и сказала себе, что я могу просто по факту своего существования быть уже достаточно достойной достижения любых своих целей, мой мозг очень сильно удивился, потому что это настолько для него непривычная концепция, черт возьми. Каждый раз, когда я требую от себя идеальности, какой-то перфекционизм появляется, я либо делаю лучше всех, лучше, чем Петя, Вася и кто-то там еще, сравниваю себя с кем-то, да, параллельно, либо я не делаю вообще никак. И это все равно палка о двух концах. Я либо разочаровываю себя, выложився на 100%, но оказалось, что есть кто-то лучше меня, да, либо я разочаровываю себя только потому, что я не попробовала, хотя знала, что могла бы. И из этих двух вариантов всегда лучше выбирать этот. Первый, где ты выложился на максимум, потому что чаще всего, когда ты выкладываешься на максимум из того, что ты можешь, ну не может быть такого, что тебе не воздалось. Да? Ну вот лично я верю, я скажу, что в моей голове, если ты вот сделал столько, сколько смог, по сути, тебе все равно должно что-то прийти. Пусть даже и не в той форме, которую ты мог бы ожидать, но все равно придет. И выбирать лучше этот вариант, потому что ты, конечно, ты почувствуешь грусть, да, если что-то не получилось. Но здесь ты эту грусть почувствуешь, и это горечь, да, но эта горечь будет еще плюс от того, что ты на себя элементарно в зеркало посмотреть не сможешь, ибо ты себя предал. Ты предал свои мечты, предал свою цель. И этот исход, он намного хуже, потому что в нем очень много лжи, самолжи, да, можно там бесконечно кому-то что-то говорить, что у тебя все хорошо, ну все нормально, потихонечку внутри ты просто сжираешь и можешь тоже в этом сценарии себе что-то там приврать, но это только тебя вниз еще больше потянет. Нельзя себе врать, нужно быть честным с собой. И нужно научиться, просто нахрен приучить себя относиться к самому же себе с любовью. И без всяких там каких-то внешних достижений. Потому что как только ты поймешь, что ты и так молодец, что ты и без этого хороший, без всего того, что ты себе напридумывал внешнего, да, ты перестанешь бояться, ибо ты не сможешь разочароваться в себе. Это очень важный концепт, ибо
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть. Мы все бесконечно говорим о том, что ненависть к окружающим – это дело плохое. Но вот очень редко я слышу, что ненависть к самому себе – это тоже из этого же разряда. Нельзя просто запрети себе плохо о себе отзываться. И я не говорю про то, что если ты где-то разленился, где-то ты что-то не так сделал, не нужно это все покрывать красивой пеленой, но я все равно самый-самый лучший. Я не про это называется самообман, опять же. Да? Я больше про то, что ты не являешься вот этим вот бесконечным критиком своих действий, когда ты что-то не так сделал, вместо того, чтобы сказать себе, ну хорошо, ничего страшного, мы пойдем дальше, и мы попробуем сделать что-то с тем, что у нас есть. Да? Вместо того, чтобы пойти по этому пути, ты начинаешь себя жрать и отказываешься вообще от всего остального. Что если у меня что-то не так получилось, значит, я и дальше буду ни хера не делать, и дальше буду себя саботировать. Поэтому мое послание таково. Прислушайся к себе, человеку, который с тобой будет всегда, всю твою жизнь. Откройся сердцем. Если ты проснулся поздно сегодня, да, не так начал свое утро, не нужно говорить себе изнутри, что ну все, день просран, я неудачник. Скажи себе, ничего страшного, сегодня я выберу себя, я сделаю то, что от меня зависит, над чем у меня есть контроль. Я буду себе сегодня другом, а не злейшим врагом. И чаще всего именно вот эта вот ненависть, перфекционизм может стоять между нами и жизнью нашей мечты.